Последние рыцари российского кино, не терпящие праздности, бесконечно преданной дружбе и всю жизнь любившие одну женщину. Так о Борисе Хмельницком отзывались коллеги и близкие люди. Актер запомнился открытым и добрым человеком, заряжающим жаждой жизни и неприемлющим конфликты. Почему главному советскому Робин Гуду в театре дали прозвище Бэмби? Чем он был обязан Вольфу Мессингу? И из-за чего сорвались съемки в Голливуде? А также про любовь с Тереховой и брак с Вертинской. Об этом я расскажу сегодня в ролике. Борис Хмельницкий родился в июне 1940 года в семье пианистки и комиссара военного ансамбля «Песни и пляски». О том, что он русский по национальности, артист сказал, беседуя с журналистом о фестивале памяти Владимира Высоцкого в Израиле. Хмельницкий отметил, что не стоит делить людей по этому принципу. Все мы люди, созданные на земле. Родной город Хмельницкого – Ворошилов, ныне Уссурийск, Приморского края. Отца часто переводили из одного гарнизона в другой, поэтому Боря с мамой и старшей сестрой Луизой кочевали вместе с главой семейства. Борис был очень дружен со своей сестрой Луизой, с которой они были почти ровесниками. В годы Великой Отечественной войны детей отправили в тайгу, где жил их дедушка. Впоследствии они также часто гостили у него. Став взрослым, Хмельницкий не раз рассказывал о том, какой интересной была жизнь его и его сестры на природе, вдали от тыловых городов, где ощущалось, хотя и отдаленное, но все же дыхание войны. Однако именно в этот период произошло событие, которое могло сделать невозможным дальнейшую актерскую карьеру мальчика. Однажды, когда дети спали, дедушка принес в дом петуха. Ночью птица упала со шкафа на Борю и сильно его напугала. Ребенок стал заикой, и ему было трудно разговаривать, особенно в минуты волнения. С такими проблемами нельзя было и мечтать о поступлении в театральный вуз, но Борису Хмельницкому это удалось, благодаря Вольфу Мессингу. Вольф Мессинг был другом их семьи. Родителям Бориса он говорил: «Счастье, что вы у меня есть. Больше ни с кем не могу поддерживать отношений, потому что слышу, что люди думают». Что именно он сделал и применял ли гипноз, остается загадкой. Борис помнил только о том, что Мессинг, глядя ему в глаза, сказал всего одну фразу: «Никогда ничего не бойся и помни о том, что рядом с тобой всегда я». Сразу после напутствия Мессинга Хмельницкий отправился сдавать экзамены в Щукинское училище. К его удивлению, он был принят, несмотря на то, что пришел позже, чем надо, и не сдавал экзамен по технике речи. Позже актер часто говорил о том, что стал студентом театрального вуза благодаря Вольфу Мессингу, ведь именно он заставил Бориса поверить в себя. От заикания он так и не смог избавиться полностью. В моменты сильного волнения оно возвращалось. Свою первую роль в кино Борис Хмельницкий сыграл в 25 лет у самого Сергея Бондарчука в «Войне и мире». В училище Борис без ума влюбился в студентку Аллу Демидову. Казалось бы, у него не было никаких шансов. Демидова старше его на 4 года, и к тому же она замужем. Но что-то такое чувствовалось в характере Хмельницкого, что притягивало к себе самых недоступных женщин. Сейчас бы сказали, что это мужская харизма, а раньше это называлось благородство, мужественность и умение красиво ухаживать. Начался бурный роман, который Алла Демидова очень хотела сохранить в тайне. Но как тут утаишь такой огонь? Об отношениях замужней Аллы Демидовой со студентом с младшего курса узнали в деканате. Хмельницкого вызвали в комитет комсомола и попросили оборвать эту связь. «Борис, подумай, как мужчина, ты же портишь ее репутацию», – призывал секретарь, не забывав намекнуть, что в случае отказа последует отчисление из института. Следующий непродолжительный роман случился у Бориса с актрисой Людмилой Шляхтур, Давыдовой, известной всем как Верка-модистка из фильма «Место встречи изменить нельзя». Благодаря своей дружбе с актерами Таганки она и попала в этот фильм, а начались эти отношения со знакомства с Борисом Хмельницким. Как-то он привел Людмилу в компанию своих друзей и представил: «Моя будущая жена». Друзья онемели от неожиданности. Борис считался заядлым холостяком и даже в планах не имел никакого обручения. Людмила быстро взяла его в оборот. Отметить помолвку они решили 27 июня, в день рождения Бориса. В тот год ему исполнялось 25 лет.
В квартире был накрыт большой стол, пришла вся труппа театра, но вот только молодая все никак не появлялась. Водка стыла, салаты заветривались, а Людмила не шла. Тогда Юрий Любимов сказал в сердцах: «Не на той ты женишься, Борис». Когда Шлихтур все же появилась на пороге, без 5 минут супруг отвел ее в комнату на серьезный разговор, после которого Люда забрала подарки и исчезла из жизни Хмельницкого навсегда. После такой несостоявшейся помолвки мысли о женитьбе оставили Бориса надолго. На то была еще одна причина. Хмельницкий вдребезги влюбился в Маргариту Терехову, которая, увы, не отвечала ему с той же силой чувств. Борис увидел ее на сцене театра Моссовета. Это был 1969 год. Актриса еще не сыграла ни в «Зеркале», ни в «Собаке на сене», после которых о Тереховой заговорили все. Зато театральная Москва знала Маргариту по ее первой царственной роли Клеопатры из спектакля «Цезарь и Клеопатра». Актриса с длинными распущенными волосами, которые она лишь изредка собирала в прическу, поразила Хмельницкого. От друзей он узнал, что Рита только что развелась с мужем-болгарином и вернулась в Москву. Сначала он пригласил Маргариту на свидание, но дальше ресторана дело не пошло. Как назло, съемочная группа фильма «Красная палатка», где Хмельницкий получил роль, отправлялась в буквальном смысле на край земли, в Арктику, снимать ледокол. Киногруппа жила на корабле, с большой землей никакой связи. Но как-то, проходя мимо радиобудки, Борис услышал, как режиссер фильма разговаривает с Москвой. Дождавшись, пока он выйдет, в рубку ворвался Хмельницкий. «Дай мне 10 минут». «Нет», — ответил радист. «За посторонние разговоры меня уволят». Но артист все-таки его уломал. Хмельницкий быстро набрал номер своей Риты и поразил ее словами: «Я стою на самом краешке земли и думаю о тебе». По возвращении в Москву они уже были вместе, но страсть продлилась недолго. Борис Хмельницкий так и не смог завоевать сердце миледи. С Марианной Вертинской Борис учился на одном курсе. Уже тогда между ним и принцессой советского кино пробежала искра. Но романа не случилось. Он вспыхнул гораздо позже, когда Марианна расставалась с оператором Георгием Рербергом. О Рерберге в киношных кругах говорили как о гении, однако его гениальность граничила со злодейством. Он нещадно пил, ревновал своих женщин и избивал их в пылу бурных чувств. Даже Вертинская не стала исключением. В приступе ревности он избивал ее и преследовал по всей Москве. Актриса никак не могла расстаться со своим гениальным тираном. Рерберг находил ее повсюду и буквально затаскивал к себе домой, как голодный паук. В отчаянии Марианна бросилась за помощью к своим друзьям с Таганки, Владимиру Высоцкому и Борису Хмельницкому. План по спасению актрисы от оператора был такой. Друзья поджидали ее после спектакля и на «Мерседесе» Высоцкого везли к Борису. Здесь актриса укрывалась от навязчивых преследований. В квартире Хмельницкого Марианна чувствовала себя так тепло и комфортно, что осталась там на несколько лет. Борис просто покорил Вертинскую своей заботой. С ним она получила семью, о которой давно мечтала. С пирогами, вечерними посиделками за карточным столом, чтением стихов. Рассчитывая на такое же безоблачное будущее, Марианна и Борис поженились. Но все изменилось, когда в их семье появился ребенок. От своей дочки Даши Борис был просто без ума. С малышкой он готов был нянчиться бесконечно, если бы не театр. Заботу о жене он поручил своим друзьям: принести с молочной кухни кефир, отвезти Марианну к врачу, привезти продуктов. Домой, не переставая, приходили разные мужчины, что выводило из себя маму Бориса, Зинаиду Ивановну. Мама Бориса привыкла быть командиром в своем доме, ведь до 37 лет Хмельницкий не женился. Поначалу мама терпела присутствие еще одной женщины в доме, но после рождения внучки ее терпение лопнуло. Ей казалось, что Марианна все делает не так. Начались вечные склоки на кухне и обиды с продолжительным молчанием. Поняв, что дружбы между любимыми женщинами не получится, Борис решил разменяться. Мама нашла хороший вариант в том же доме. Как удобно!
можно приходить и нянчить Дашу, пока Марианна будет делать свою карьеру в кино. Но такой расклад не устраивал Вертинскую. От свекрови она хотела убраться куда подальше и отыскала вариант аж в другом районе Москвы. И тут нашла коса на камень. Борис оказался между двух огней. Все решила Марианна. Она собрала вещи и ушла из квартиры и из жизни Хмельницкого. Маленькую Дашу Вертинская оставила с бабушкой и отцом, но, к счастью, бывшим удалось сохранить хорошие отношения. Когда Зинаиды Ивановны не стало, Даша переехала жить к маме. Отец по-прежнему был рядом. По заверениям близких Борису людей, он любил Марианну до конца жизни. Свою очередную любовь Борис встретил в зрительном зале театра. Юная студентка Института иностранных языков Ирина Гончарова была младше Хмельницкого на 20 лет. Но разница в возрасте почти никого не смущала. Даже больше, родители девушки, которые обычно возражают против подобных браков, были рады получить в зятья самого Робин Гуда. Но Хмельницкий все тянул с женитьбой. Ситуация не изменилась и после беременности Ирины. Первый сын Бориса родился слабым. Его сразу же забрали из родильного бокса и перевели в инфекционное отделение. Узнав об этом, Хмельницкий из Средней Азии, где гастролировал театр, прилетел в Москву. Сын уже пошел на поправку, но актера ждало горькое разочарование. Дело в том, что ребенку заранее выбрали имя Володя в честь Высоцкого, но за это время Ира назвала его Алексеем в честь своего отца. «Хорошо, пусть будет так», – сказал Борис, но сразу что-то изменилось по отношению к ребенку. С Ириной он так и не заключил официального брака, а от сына отстранился. Конечно, была и забота, и материальная поддержка, и походы на детские спектакли, но родительского чувства они не зажгли. До конца жизни Борис испытывал вину за свою холодность. Незадолго до смерти он попросил у Алексея за это прощения. В 1995 году на кинофестивале в Сочи Борис познакомился с Ларисой Галактионовой. Успешную модель пригласили вручить приз фестиваля за лучшую режиссуру. И в первый же вечер она увидела импозантного седовласого мужчину аристократичной внешности и не узнала его. Спутник Ларисы представил подругу актеру, даже не подозревая, чем это для него закончится. Спутник Ларисы, Сергей, уже считал ее своей будущей женой, однако девушка совершенно не собиралась выходить за него замуж, а знакомство с Борисом Хмельницким вызвало у девушки безотчетное желание находиться рядом с этим удивительным человеком. Через несколько дней Хмельницкий сам позвонил девушке и пригласил ее на вечер в Доме кино. За первой встречей последовала вторая. Ее совершенно не смущала разница в возрасте в 28 лет. Она попала в плен необъяснимого обаяния этого потрясающего мужчины. Лариса Галактионова вошла в жизнь Бориса Хмельницкого так естественно, будто была там всегда. Она подружилась с его дочерью Дашей и сразу дала понять девушке, она готова мириться с тем, что всегда будет на вторых ролях, ибо первое место в сердце Бориса всегда принадлежало дочери и только ей. Она смогла выстроить нормальные взаимоотношения с первой женой Бориса, мамой Даши. Не устраивала сцен ревности, если они какие-то праздники проводили своим кругом. Спокойно отпускала любимого мужчину на отдых вдвоем с дочерью, считая, что им нужно побыть вдвоем. Борис Хмельницкий мог бы стать не только всесоюзно известным актером, но и попробовать свои силы в Голливуде. В начале 1980-х на кинофестивале в Югославии актер познакомился с режиссером Кирком Дугласом, который предложил ему сняться в голливудском фильме «Скалолаз». Гонорар был предложен баснословный – $1 миллион. Хмельницкий был готов отдать его руководству и сниматься только за суточные, но из Союза в США его так и не выпустили. Многие поклонники отождествляли актера с его самым известным кинообразом Робин Гуда, и для этого были все основания. Он и за кадром был истинным рыцарем, всегда готовым прийти на помощь каждому, но отличался от своего героя тем, что в нем совершенно не было воинственности. Более того, Борис тщательно избегал всех театральных склок и скандалов, никогда ни о ком не отзывался плохо.
Его коллеги говорили о нем как об очень доверчивом и ранимом человеке. И за эту наивность, миролюбие и доброту ему дали прозвище Бэмби. В кино он продолжал сниматься до последних дней, хотя стал гораздо избирательнее. Не хотел сниматься в проходных сериалах. Его последней киноработой стала роль казачьего атамана в фильме Владимира Бортко «Тарас Бульба». Озвучить своего героя актер не успел. Когда состоялась премьера фильма, Бориса Хмельницкого уже не было в живых. О том, что он боролся с онкологическим заболеванием, многие даже не догадывались. Актер не хотел, чтобы его жалели, самостоятельно боролся с недугом. И даже когда у него стали отказывать ноги, до последних дней оставался активен и занимался организацией в Доме кино юбилейного вечера памяти Владимира Высоцкого. Алла Демидова после его ухода сказала: «Это был уникальный человек, удивительно добрый и открытый. Он бесконечно любил людей, и его любили все. Он всегда находился в центре всех актерских компаний. С его уходом от нас ушла душа». Борис Хмельницкий скончался 16 февраля 2008 года от рака предстательной железы. Похоронен 18 февраля на Кунцевском кладбище Москвы.